Когда мы слышим слово «власть», то мы обычно представляем правительство, правителя, армию или полицию. Но во многих фантастических мирах самая важная власть находится совершенно не там. Она может скрываться в языке, на котором люди думают, в ресурсе, без которого не может существовать цивилизация, или в культурных правилах, которые никто никогда не записывал. А еще может заключаться в способе человека определять свое собственное место в мире. Поэтому прежде чем спрашивать, кто правит вымышленным миром, стоит разобраться, а где в этом мире вообще находится власть. Меня зовут Петр Самаров. Я автор фантастического цикла «Империя предела». Это «Анатомия вымышленных миров», подкаст о том, как фантасты исследуют общество и человека. Первый сезон будет посвящен власти. Не только государствам и правителям, но и тем механизмам, благодаря которым одни люди могут влиять на решения, поступки и представления других людей о мире. За 5 выпусков мы поговорим о тотальном контроле, о власти без принуждения, религии как политическом инструменте и добровольном самоограничении. А сегодня мы просто составим общую карту сезона. Для этого я выбрал 4 произведения. 1984 Джорджа Оруэлла, Дюну Фрэнка Герберта, Левую руку тьмы Урсулы Ле Гуин и собственный цикл «Империю предела». Я не пытаюсь поставить эти 4 произведения в один ряд ни по масштабу, ни по значению. Мне просто интересно сравнить 4 авторских ответа на один и тот же вопрос. Где находится власть и что заставляет ее работать? Постараюсь обойтись без крупных сюжетных спойлеров. Начнем с самой узнаваемой модели. В мире 1984 власть принадлежит партии и большому брату. За людьми наблюдают, их контролируют, за нарушение правил наказывают. Но если бы власть партии оставалась только на страхе, то это была бы очень простая система. Партии недостаточно, чтобы человек подчинялся внешне. Ей нужно определить, что он считает правдой. Именно поэтому в романе постоянно переписывают прошлое. Если сегодняшний противник еще вчера был союзником, документы должны подтверждать, что он всегда был врагом. Если прогноз не сбылся при этом, меняется не оценка партии, а сведения о первоначальном прогнозе. У человека постепенно исчезает возможность сверить собственные воспоминания с чем-то внешним. Он может помнить, что события происходили иначе, но доказательств этому больше уже нет. Язык тоже становится частью системы. Новояз ведь создан не просто для удобного общения. Он был создан для того, чтобы некоторые мысли становилось все сложнее сформулировать. Поэтому его словарь постепенно сокращается. Главный герой при этом пытается сохранить право на собственную версию происходящего. И его дневник, и воспоминания, и даже близкие отношения становятся опасны для этой системы. Они подтверждают, что кроме общей версии партии существует еще и личный опыт. И в результате перед человеком остается главный вопрос: кому доверять больше? Собственной памяти или системе, которая контролирует все доказательства? Настоящая власть в 1984 находится не только в министерствах, телеэкранах или полиции мыслей. Нет, она находится в способности определять реальность. Кто контролирует прошлое и слова, и их значение, тот получает возможность решать, что считается правдой в настоящем. Подробно о том, почему антиутопиям так часто нужен тотальный контроль, мы поговорим в следующем выпуске. Пока зафиксируем только первую точку на нашей карте. У Оруэлла власть находится в праве определять реальность. В Дюне политическая система выглядит иначе. Здесь есть император, великие дома, армии, территории
Борьба за влияние. Формальные центры вроде хорошо заметны. Но вся эта огромная система держится и зависит только от одного ресурса – пряности. Пряность при этом добывается только на Аракисе. Она необходима для космических полетов, и если космических полетов нет, то все планеты огромной империи останутся изолированными друг от друга. Получается, что этот пустынный и неприметный мир становится центром человеческой цивилизации. И не потому, что там столица, а потому что без него все остальное перестанет работать. Поэтому власть в Дюне нельзя свести к одному правителю. Она определяется и распределяется между теми, кто контролирует разные части этой общей системы. Император обладает формальной властью, великие дома контролируют территорию, армию, космическая гильдия отвечает за космические перелеты и перемещения между мирами. Бен и Гессерит обладают властью над знаниями, над воспитанием правителей, строят планы, рассчитанные на поколение вперед. При этом есть еще фремены, которые знают, как устроен Аракис изнутри. И каждая из этих сил может влиять на происходящее, но при этом они не могут существовать отдельно друг от друга. Стоит отметить еще такое понятие, как религиозный миф. У Герберта религиозный миф создает ожидания задолго до появления конкретного человека, который им сможет соответствовать. И когда этот человек появляется, мессия, люди начинают видеть в событиях, которые происходят, исполнение уже известной им истории. Это дает огромные, конечно, возможности для получения власти, но есть и обратная сторона медали. Человек, который использует этот миф, постепенно становится заложником этой роли. Власть в Дюне при этом постоянно перемещается, потому что меняется контроль над ресурсами, знаниями, верой и представлениями о будущем. Положение каждого участника определяется не только титулом и не столько титулом, она зависит от того, какой ресурс, знание или ожидание он контролирует и насколько остальные способны без этого всего обойтись. Поэтому вторая точка на нашей карте: у Герберта власть находится в системе зависимостей. Важно не только то, кто сидит на троне, важно без кого и без чего вся конструкция рухнет. К религии как к источнику власти мы с вами обратимся в последующих выпусках. Там мы поговорим подробнее о Дюне, об империи Пределы, о рассказе служанки и еще кое-чем. В левой руке тьмы Урсула Ле Гуин показывает еще одну интересную модель. Генли Ай прибывает на планету Гитен как представитель объединения других миров. У него есть политическая миссия, вся необходимая информация и вполне конкретная цель. Но довольно быстро выясняется, что этого недостаточно. Генли понимает, чего хочет добиться, но гораздо хуже при этом он понимает людей, с которыми должен договариваться. Он оценивает их поступки через призму своей собственной нормы культуры. Привычные представления о доверии, статусе, гендере, политическом поведении кажутся ему абсолютно естественными, но на Гитене они работают совершенно иначе. Особенно это заметно в Кархайде, где важную роль играет Шеф-Гретер. Шеф-Гретер — понятие, которое трудно перевести одним словом или объяснить. В нем сочетаются и престиж, и достоинство, и репутация, и то, как люди разговаривают, понимают намеки, принимают решения и выстраивают отношения. Человек, выросший в этой системе, он автоматически считывает ее правила, а Генли может их не заметить при этом или понять неправильно. Аргарейн при этом выглядит более знакомым, там больше учреждений, комиссий, формальных процедур, но понятная внешняя форма еще не означает, что чужак из другого мира действительно разобрался в сути системы. Генли заранее знает официальное устройство Гитена, однако этого ему оказывается недостаточно. Политическая власть действует через правила, которые жители воспринимают как естественные, а вот человек из другого мира
может даже их и не распознать. Ле Гуин при этом показывает, что власть существует не только в законах и правилах, она находится в культурных ожиданиях. Кому принято доверять и какое поведение при этом считается нормой. Никто при этом не обязан каждый день объяснять жителям правила их собственной культуры. Они усваивают их в процессе жизни и затем воспроизводят в отношениях друг с другом. Итак, третья точка на нашей карте. У Ле Гуин власть находится в культурном коде. Человек может изучить политическое устройство чужой страны и все равно не понимать, почему люди в ней поступают именно так. Но к этой модели мы вернемся еще в выпуске о власти без принуждения. Когда я создавал «Империю предела», мне не хотелось показать еще одну историю о государстве, которое контролирует каждого человека. Несмотря на название, империя не является тоталитарной диктатурой. Она не следит за частной жизнью человека и не требует, чтобы все думали одинаково. Ее устойчивость строится совсем на другом механизме. В центре имперского порядка находится предел. Это не правитель, не государственная граница и не набор конкретных правил и законов. Предел задает общую систему координат, относительно которой человек определяет свое место. Этот процесс называется самоотнесением. Чтобы сделать его понятнее, я приведу условный бытовой пример. Представим жителя империи, который решает, какое место должен занимать он в своей гильдии. Государственный чиновник не дает ему готовую роль и не контролирует его каждый шаг. Человек сам оценивает свои способности, обязанности и положение. Формально он может попытаться занять более высокое место, но прежде он должен определить, соответствует ли это его форме и не выходит ли это за рамки общей меры. Если ответ отрицательный, внешний запрет вообще может не понадобиться. Человек сам откажется от такого решения. И не потому, что он ожидает немедленного наказания, нет, а потому что такое место кажется ему неправильным по отношению к собственным возможностям и положению в мире. Мера здесь задает не только ограничения. Она дает понятные координаты, кто я, на что способен, за что отвечаю и где проходят границы моей внутренней формы. Поэтому большинство жителей не воспринимает имперский порядок как давление или насилие. Внутри своей формы человек может обладать большой самостоятельностью. Проблема возникает только тогда, когда человек сталкивается с чем-то, что в существующем порядке не имеет места. В это время человек рискует потерять не только уверенность в империи, он может потерять привычный способ понимать самого себя. И здесь я пришел к собственному варианту власти. Самая устойчивая власть может вообще не быть похожа на власть. Она проявляется в момент, когда человек сам себе говорит: это не соответствует моей форме. Никто его не останавливает, никто не запрещает ему поступать иначе, но человек самостоятельно применяет к себе общую меру и определяет границы допустимого. Поэтому власть в империи существует не над личностью и не вторгается в нее извне. Она возникает в процессе, через который личность соотносит себя с общим порядком. Подробно о мере, форме и добровольном самоограничении мы поговорим в финальном выпуске этого сезона. Сейчас же для нашей карты важно увидеть главное. Системе может быть не нужен постоянный надзиратель, если общий порядок помогает человеку определить самого себя. Итак, перед нами 4 мира и 4 разных места, в которых существует власть. В 1984 она существует в праве определять реальность, в Дюне в контроле над зависимостью, в левой руке тьмы в культурных правилах и отношениях между людьми, и в империи предела в способности человека определять собственное место внутри общего порядка. Разумеется, во всех этих произведениях есть и государство, правитель, учреждения, силовые структуры, политическая борьба, но сами по себе они не объясняют, почему система работает. Анатомия власти начинается там, где мы перестаем смотреть только на правителя. Нужно увидеть, кто определяет правду, от чего зависит общество, какие правила люди соблюдают без надзора и что рискуют потерять, если откажутся от установленного порядка. Это и будет наша анатомия власти.
Итак, первый выпуск подходит к концу. Здесь мы с вами посмотрели основные механизмы. В последующих начнем разбирать их по отдельности. А также в следующем выпуске мы с вами поговорим о том, почему антиутопии так любят тотальный контроль. Почему власти в 1984 недостаточно контролировать поступки человека, зачем ей память, язык, личные отношения и внутреннее согласие. А сегодня я оставлю один вопрос. Где, на ваш взгляд, находится самая устойчивая власть? В контроле над реальностью, как у Оруэлла, в зависимости от ресурсов, как у Герберта, в культурных правилах, как у Ле Гуин, или в представлении человека о самом себе. Это была «Анатомия вымышленных миров». Меня зовут Петр Самаров. Продолжим в следующем выпуске.